Добро пожаловать на канал Честный Трейдер. Здесь мы тестируем и разбираем на живом рынке, как на самом деле работает трейдинг. Без пустых обещаний, неэффективных стратегий и розовых очков. Готовы узнать правду? Сегодня тестируем два очень древних индикатора, без которых не обходится почти ни одна стратегия и на базе которых создаются новые индикаторы. И самый популярный индикатор на TradingView – это Squeeze Momentum. Будем очень благодарны, если вы авансом поставите нам лайк и подпишитесь на наш канал. Для теста мы используем биткоин и часовой таймфрейм. Биткоин, конечно, не самый лучший выбор, потому что он может находиться очень долгое время во флете, но зато он более стабильный, чем остальные валюты. Все тесты мы проводим на платформе TradingView. Здесь есть очень крутая штука, это симулятор рынка, при использовании которого все тесты получаются на 70% точнее, чем просто отматывание рынка назад. Кто хочет использовать TradingView, пожалуйста, кликайте по ссылке в описании, нам будет очень приятно. Первым на тесте у нас индикатор RSI, который был изобретен в далеком 1978 году, когда сделки заключались по телефону и статистика велась на бумажках. Кто-то считает этот индикатор опережающим, кто-то запаздывающим, но сути это не меняет. Для теста мы будем использовать самые простые условия входа в сделки. Итак, для открытия сделки на покупку мы ждем, когда индикатор выходит из зоны перепроданности и пересекает линию 30. Стоп-лосс за последнее колебание цены, отношение риска к прибыли как 1 к 1,5. Здесь мы видим закрытие прибыльной сделки. Сделку на продажу мы открываем, когда линия RSI выходит из зоны перекупленности и пересекает линию 30. Условия аналогичные. Здесь мы видим, что сделка закрывается у нас также с прибылью. Мы заметили, что наши зрители не любят тратить время на просмотр теста 100 сделок, поэтому этот тест мы разместим вот здесь. Перейдем к результатам теста индикатора RSI. На 100 сделок мы потратили почти полгода. Винрейт составил 46%, и с учетом нашего отношения риска к прибыли мы имеем небольшой убыток. Вот такой наш древний индикатор. Вторым мы тестируем индикатор MACD, которому тоже больше 40 лет. Он был изобретен в 1979 году. Это сильно запаздывающий индикатор. Не будем рассказывать, как работает этот горе-индикатор. По нему снято очень много видео. Расскажем об условиях сделок. Для открытия сделки на покупку мы ждем, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх под нулевой линией. Здесь мы открываем сделки на покупку. Стоп-лосс ниже последнего колебания, отношение риска к прибыли как 1 к 1,5. Это красивая прибыльная сделка. Для открытия сделки на продажу мы ждем, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз над нулевой линией. А остальные условия сделки тоже те же самые. Отношение риска к прибыли как 1 к 1,5. И здесь тоже хорошая, красивая прибыльная сделка. Итак, после теста одного из самых популярных индикаторов в мире MACD, на который мы потратили 186 дней. Винрейт у нас составил 38% всего лишь. И с учетом нашего риска и к прибыли отношения мы ушли в хороший убыток, почти 20%. Итак, последний индикатор на нашем тесте – это индикатор сжатия Squeeze Momentum. Это самый популярный индикатор на TradingView. Автор утверждает, что он в 2020 году заработал на нем десятки миллионов долларов, 1000% прибыли. Проверим, как работает этот индикатор. Для открытия сделки мы ждем, когда он покажет нам белую точку. Направление сделки укажет цвет графика. Здесь мы открываем сделку на покупку.
Стоп-лосс за последние колебания цены. Отношение риска к прибыли как 1 к 1,5. Смотрим результат нашей сделки и видим, что здесь прибыльная сделка. Для открытия сделки на продажу мы смотрим, когда индикатор нам покажет белую точку. Это говорит о том, что цена выходит из зоны сжатия и график будет красным. Здесь открываем сделку на продажу. Остальные условия сделки те же самые, что и при покупке. Смотрим, как ведет у нас цена. Здесь мы получаем тоже прибыльную сделку. Итак, в результате теста последнего нашего индикатора с квиз-моментом наш депозит вырос на 5%, а не на 1000, как утверждает автор. Но винрейт у нас составил 49%, что намного больше, чем предыдущие два индикатора. На тест мы потратили 97 дней. Итак, после теста 3 индикаторов мы видим, что винрейт каждого составил меньше 50%. И худшим индикатором, как и ожидалось, оказался MACD. Конечно, 100 сделок это не глубокий стопроцентный анализ, но общие цифры успеха индикатора мы можем понять. Вы скажете, что никто не использует эти индикаторы поодиночке, но и комбинировать их с другими индикаторами тоже нельзя, потому что они выдают очень плохие сигналы, и если их использовать как фильтр, то они отфильтровывают очень хорошие и прибыльные сделки. Поэтому стратегии с этими индикаторами в основном всегда убыточны. Не забудьте подписаться на наш канал, скоро будет новое видео.